Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь сейчас в лесу, и сегодня в этой серии мы продолжим пополнять запасы черного металла. Черный металл у нас подорожал, стоит аж 17 рублей. Я звонил, спросил у приемщика, будет подниматься или упадет. Он ответил, не знаю. Так что сегодня будем по максимуму таскать всякий неликвид. И вот один из них. Я уже доехал на место. У меня здесь в закромах лежала вот такая сетка. Я здесь снимал, наверное, 2 что ли каких-то видео. Сетка полностью сгнила, мне даже не пришлось применять никакие инструменты, да я их с собой не взял. Вот. Отломал вот эти доски прям ногами, они все прогнили, все сгнило. Даже вот эта вот сетка, она похожа на какие-то сопли, а не на сетку. Что вот это вот за уродство? Ну ничего. Прихватим, сейчас заберем. Вот вторая половина от нее, точно так же. Вся сгнила. Здесь еще находились у нее по бокам вот такие крепежи. Был, видимо, раскладной диван. Вот второй еще к бруску приделан. Это уже дома надо отбить, так как здесь не все сгнило. И он... может сейчас и тут отобью даже. Что тут отбивать-то? Ногой. Вот все. Готовый чермет. Суть моего плана сегодняшняя такова. Я ездил пару раз за грибами. И возле дороги прямо вот тут лежит сетка готовая. Ну, может, там на ней тряпки какие-то, не знаю, оторвать. Может, пару досок снизу тоже вот таких. Точно не знаю, не смотрел. Сейчас мы ее с вами тоже заберем. Привезу все домой, разделаю, доделаю. И отправимся с вами на очередную точку. У меня еще в лесу, также в закромах, валяются вот такие вот. Я не забирал в том году осенью. Оставлял эти сетки. Тоже с вами заберем. Они уже готовые, без всяких досок. Возить я это буду все вон на том тарантасе. Сегодня тележку не стал брать. Буду загружать и подвязывать за пружину подвязками. И сверху, если что, еще одну сетку на нее также завяжу. Мне кажется, будет намного удобней, чем возить на обычной тележке. Будем надеяться, что металл подымется до 18 рублей. И, скорее всего, я свою кучу эту всю сдам. Не знаю, к зиме может и подымется, может и будет 20 рублей, но потом уже не подъедешь, когда будут уже сугробы после Нового года. Да, конечно, будет обидно, если потом он подымется, 19 рублей станет. В общем, не знаю, наверное, скорее всего, если 18 будет, я эту всю кучу сдам. Тонна 2, я думаю, я насобирал. Вот сейчас еще пока шастаю. Сначала что-то не заметил, а здесь еще и на вот этой доске такая вот штука железная. И, наверное, с того края стоит. Тоже сейчас отломаю. В общем, друзья, всем приятного просмотра. Сейчас разделаюсь вот с этим, загружу. И встретимся с вами, когда я их уже доставлю домой. Что ж, дорогие друзья, первые 2 сетки с первой партии готовы. Стряс вот эту вот вату, что находилась внизу. Она вся мокрая, такая мерзкая. Покидал эту сетку, все слетело. Вот все уже, вот это все в ведре. Они уже готовые, их уже можно, в принципе, складывать, готовить к отправке на металлоприемку. Но нет, мы еще с вами потом все в конце взвесим, сколько удастся нам притащить всего этого добра. Пока там разбирался вот с этой вот, прошел один человек, такой на меня смотрит, поразговаривал с ним, поболтал, он за грибами пошел. Скажет, что делает с этим говном возится? Ну да, я очень люблю со всяким говном повозиться. На таком говне мой канал основан. Под низом этой сетки находился брусок с досками. Хорошо, что сетка уже такая старенькая, и я свободно выкручивал гвозди, брал с собой кусачки, кусачками легко разделался, буквально там просидел, наверное, от силы, может, минут 5, все благополучно разделал и притащил домой. Все, друзья, выдвигаемся дальше, поедем забирать мои готовые из леса. Надеюсь, они там так и до сих пор валяются, не знаю. Думаю, что там люди у нас, которые занимаются металлоломом, вот такое вот дерьмо не собирают. Оно у нас
можно сказать, не востребовано. А мы сегодня с вами свозим все, взвесим, сколько получится, и глянем, сколько можно вот с такого вот хламья, который валяется на каждом шагу в лесу, сколько можно на этом поднять. Все, друзья, выдвигаемся на следующее место. Что, дорогие друзья, я снова прибыл в лес, забрал вот такие вот две прекрасные сетки. В каком смысле прекрасные, что радует, что эти сетки не гнилые, они цельные, хорошие. Вот такие вот две сеточки. Перед этим заезжал еще на одно место, вон туда, и, к сожалению, я там не обнаружил своих сеток. Они хоть там и были какие-то гнилые все, разорванные, эти вот цельные, они хорошие. Вот, их удобно тащить, перевозить. В том году, прошлой осенью, я снимал там видео, какую-то цельную железку такую тяжелую снимал. А вот это вот все барахло я просто вот так вот от дороги затащил немножко подальше. Еще были листья, то есть, наверное, где-то начало сентября было, все еще в зелени было. И я закинул вот так вот молодняк в клен, чтобы не было видно. Но кто-то взял, ну и ладно. Зато на смену им пришли вот эти вот, сосед их обнаружил здесь в лесу, говорит, забери, там валяются. Вот время пришло, забрал. Спасибо ему за подсказку. Вот такие две сеточки заменили ту рухлядь. Все, дорогие друзья, сейчас прицепляю их, везу домой. И у нас еще один выезд. Еще пока не темнеет, время еще есть. Приехал я, друзья, забирать рубероид. И здесь вообще прям целый магазин. Выбирай все, что хочу. Фанера на любой вкус. Жалко, что только возить не на чем. Ламинированные и всякое. Да, было бы на чем возить. Сейчас еще покажу. Тут бруски такие отменные. Они, правда, все вбитыми в каком-то, воняют. Вот этим гудроном, битумом. Во! Такие вот двойные, они то ли сбитые, то ли склеенные, хрен поймешь. Во! Да, хороший материал. Жалко, что его скоро уже не будет. Ну, возить не на чем, блин, отсюда. Я пока ехал, весь загребся нахрен. Еще и дорога вообще никудышная, все в грязи. Пока сюда доперся, весь уже устал. Вот это прям вообще не кондиция толстенная, ее, она вообще неподъемная. Фанера вообще круть. Сейчас, может, какую-нибудь получше ламинированную какую-нибудь, что ли, спрятать, не знаю. Или вот здесь что-нибудь посмотреть. А, поломанные. Блин. Ну, в принципе, можно взять, если что, отпилить, куда-нибудь пригодится кусок-то там, надеюсь, хороший, остальной. Нифига себе, тут какая стопа, ё-моё. Да, вот у кого транспорт есть, отсюда бы прям свозить как нефиг делать. Нормальный материал, оббить дома пол. Сельский, самый раз. Неплохой лист. Вообще, я так скажу вам, неплохой лист. Сейчас его куда-нибудь отвезу отсюда, куда подальше, чтобы никто не нашел. Вот, друзья,
Во, наша фанера, покупайте. Рекомендую. Небольшая реклама. Ладно, мне никто не платит за это. А хотелось бы. Все, друзья, сейчас, короче, куда-нибудь ее отвезу. Спрячу, может, еще какой-нибудь лист. Такой более-менее заныкаю. Потом надо оттаранить. Таскаю, ребят, фанеру. И, видимо, это не первый день тут уже валяется. Так как рабочий день только закончился. И вон уже кто-то что-то сныкал, так скажем, спрятал про запас. Может, сегодня приедет, заберет. Может, другой раз. Оттащил один лист. Сейчас еще каких-нибудь пару штук отнесу нормальных. Завтра обязательно приедем, заберем. Так, мои дорогие друзья, снова мы отошли от темы. Опять погрузились в какую-то рубрику, где стройматериалы, как сколотить сарай. Вот этот матрас мы заберем на обратном пути. Вчера уже стемнело, и я не смог доехать до того места, куда мы сейчас поедем. Там тоже валяется такой вот небольшой матрасик, наверное, половинка где-то. Надо его тоже оттуда забрать. Вот в этом матрасе столько орехов было, я не знаю, может, белка сюда прятала. Или, может, кто-нибудь на нем в свое время жрал, лежал, не знаю. Вот этот мусор мы тоже здесь не оставим. Сейчас все приберем и двинемся на место. Прибыл за очередным диванчиком. И здесь нужно поработать кусачками, так как тут деревяшка. Сейчас, ну, он небольшой, узкий. Сейчас быстренько все повыколупываю, все гвозди свяжем и поедем. Самая быстрая разборка, которую я либо видел. Не прошло и минуты, диван уже готов. Там еще, кстати, заметил, наверное, спинка от него или основная часть. Он лежал на ней, я не видел, здесь, оказывается, полноценный диван. Не на гвоздь жалась эта пружина, а вообще на каких-то степлерских скобках. Я просто вот так вот взял, поднял, и он дрык, и все. Вот, готовый результат. Сейчас буду еще вот тот резать. Орет там тот в лесу, не знаю, грибники, что ли. Ну, что я могу сказать? Все готово. Какой-то китайский диван советского производства. По 3 скобы вот так вот отрезаешь и просто поднимаешь диван, он полностью отлетает от этой деревяшки. Сейчас вот эти вот еще немного поснимаю лохмотья, что в той части, что в этой улье торчали. Да, летом вообще не вариант вот с этим вот возиться. В том году было уже проверено. Сегодняшний выезд за металлоломом был бы продолжен, если бы мое настроение не было омрачено вот этим. Короче, приезжаю я домой, смотрю, у меня в огороде корова стоит. Думаю, как ты тут стоишь, если я уехал, все позакрывал. И что бы вы думали? Это рогатая сломала мой забор, сделала дырку в рабице, растянула всю рабицу и пролезла ко мне в огород. Вы только вот думаетесь, как вот может корова пролезть вот в эту дырку. К этому времени я уже здесь все заделал, снимал рабицу, все переделал заново. Все натянул. По грядкам-то хрен с ней она лазила. Сейчас уже осень, на грядках ничего не растет. Но вот капусту в этом году я поел. Так, вот, друзья, очередной пациент. На нем еще вот такая вот резина осталась. Это ладно, довезу так, заберу дома, потом резину сниму, кину в мусорный бак. А то лес и так засрат. Тут еще ехал возле дороги такой вот лист уже гнилой, железный. Забрал по пути обратно еще вот такой хлам. Пришлось почистить. К сожалению, был не готовый. Особенно приятно забирать, когда уже все готово. Грибники ходят, смотрят, чем я занимаюсь в этом году. Просто уйма грибов. Сентябрь весь лили дожди. В начале октября тоже шли дожди. Грибы до сих пор. Скоро уж Новый год, а грибы все никак не кончаются. Если вы думали, что это все, но нет. Сейчас немного отдыхаем и двигаемся дальше.
Зачистка матрасов продолжается. И вот еще один здесь валяется прямо возле мусорных баков. Кто-то припер, спрятался. Уже на него навалили, но я его попробую сейчас забрать. Короче, друзья, не получилось забрать тот матрас. Он вообще неподъемный. То есть он вообще ни хрена не подъемный. Я не знаю, что там за подложка у него деревянная, но она толстенная. Это просто жесть. Я даже не стал этим заниматься. Фиг с ним, с 10 килограммами. Лучше поберечь нафиг спину. Он вообще ни хрена просто неподъемный. Еще сырой. Поедем в лес. Там есть стопроцентный вариант. А вот и нет, друзья. Кто-то все-таки потрошит эти диваны, кроме меня. Я уж думал, один я таким г***ом занимаюсь. Но нет. Здесь валялись 3 дивана. И их больше нет. Кто-то все-таки взял отсюда вот эти вот сетки. В общем, не зря я начал собирать вот это все, так как могли бы и последние увинтить. Ну, сейчас проедем еще туда подальше. Там еще у меня были в запасе. Вот так бы я сделал с тем, кто это все выкинул. Ну, вы сами все видели, без комментариев. Короче говоря, друзья, последний выезд в лес выдался совсем бестолковым. 3 дивана, то есть 3 сетки кто-то упер, туда поехал, дальше в лес, думал, там что-то валяется, но, видимо, я запамятовал, и оттуда уже все тогда забирал, когда там искал. Вот что попалось в процессе поиска. Здесь у нас алюминиевые банки, вот такой вот флакончик валялся на обочине в лесу. Шайбу какую-то тоже нашел на дороге. И еще там 2 железки закинул уже в кучу. Сегодня у нас акцент стоит только на одни сетки. Давайте пройдем с вами, узнаем, сколько удалось насобирать килограмм. Сначала крупные. $700. Следующие 1100. Она и заметно намного тяжелее. 7600. 6. 5700. 5. Остались вот такие вот узенькие. У нас уже 42,5 килограмма. Следующая сетка. $5200. Предпоследняя 5,5. Последняя сетка. Чуть, друзья, не забыл про вот эти вот железяки. Они шли тоже с диваном. Сейчас закинем, тоже взвесим. 4800. Итак, за сегодня по итогу у нас получается 73 600. Грубо говоря, я там граммовки не считал. 73,5 килограмма. Умножаем на 17. Выходит 1251 рубль удалось заработать сегодня. Можно так сказать. Ну, 73 килограмма тоже на дороге не валяются. Особенно вот из такого хлама. Тем более сейчас накопать 73 килограмма я даже не представляю себе возможным. Так как где я копал летом, там уже копать нечего. Абсолютно нечего. Нужно теперь искать места, всякие свалочки проверять. Ну или что-то вроде того. Если бы кто-то не стырил 3 вот тех дивана, которые находились в лесу, в моих, так сказать, запасах, то, думаю, 100 килограмм мы бы точно сегодня сделали. Ошибочны были мои догадки и предположения насчет того, что такие сетки никто не берет. Оказывается, их берут. Не берут только совсем уж старые диваны, не в которых вот такая вот полноценная сетка, а где торчат отдельно пружины. Такой вот хлам никто не берет почему-то. Так что на будущее лежит, нужно забирать, пока другой не забрал. Если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно подпишитесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч, друзья! Увидимся в новом ролике.